Друзья, всем привет! Готовлю очень сочный и ароматный шоколадный торт, который называется Мандела. Порции бисквитные коржи на майонезе с насыщенным шоколадным вкусом и шоколадно-банановым кремом. Понравится всем любителям шоколада и выпечки из шоколада. Яркий шоколадный вкус достигается благодаря интенсивному присутствию шоколадных продуктов на всех этапах приготовления шоколадного торта. Все особенности рецептов смотрите в рекомендациях. В яйца всыпаю сахар, вымешиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси. Добавляю майонез и кефир, недолго перемешиваю. Всыпаю сразу всю муку, кукурузный крахмал, какао-порошок, разрыхлитель, соль и ванилин. Осторожно перемешиваю на низких оборотах миксера под углом в 45 градусов. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. Вот такое шоколадно-бисквитное тесто получилось. Форма для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой и смазанной сливочным маслом по бортам. Вливаю все шоколадное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 50 минут. Для сиропа в горячее молоко всыпаю сахар и какао-порошок. Перемешиваю, чтобы получилась однородная шоколадная глазурь. Готовую шоколадную глазурь убираю в холодильник. Выпеченный шоколадный бисквит доставляю сначала на решетки для остывания, а затем убираю в холодильник. Спелый банан отделяю от кожуры. Нарезаю банан на кольца. Перемалываю банановые дольки в кашицу при помощи обыкновенной вилки. Для крема в холодные сливки добавляю банановую мякоть, сахарную пудру, какао-порошок просеиваю через мелкое сито. Взбиваю шоколадные сливки на средних оборотах миксера. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно взбиваю миксером до получения стабильного шоколадно-бананового крема, который устойчиво держится на лопастях миксера. Вот такой плотный шоколадно-банановый крем получился. Охлажденный бисквит разрезаю ножом на 3 бисквитных коржа. Вот такие внутри пористые, влажные шоколадные коржи получились. На рабочую поверхность наношу немного шоколадного крема. Укладываю первый шоколадный корж пористой стороной вверх. В остывший сироп добавляю коньяк и перемешиваю. Обильно пропитываю шоколадный корж шоколадно-молочным ликером. Сверху выкладываю шоколадно-банановый крем. Распределяю шоколадный крем по всей площади шоколадной выпечки плоской палеткой. При отсутствии палетки распределить шоколадно-банановый крем можно широким ножом или лопаткой. Сверху укладываю второй шоколадный корж и, продолжая идентичные манипуляции, собираю торт. Друзья, вы знали, что торт Мандела был назван в честь Нельсона Манделы, человека, который посвятил себя борьбе против апартеида в ЮАР, в результате чего на 27 лет попал в тюрьму, а когда освободился, стал президентом этой страны. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк и напишите позитивный комментарий. Распределяю по торту оставшийся шоколадный крем, свозя его сверху на бока при помощи палетки. Окончательно выравниваю шоколадный торт плоским шпателем. Убираю торт в холодильник минимум на 10 часов. В качестве декора рисую решетку на поверхности шоколадно-бананового крема, символизирующей тюремную решетку. По ободку наношу шоколадную крошку, которую я предварительно пробил в блендере. При отсутствии блендера пробейте шоколад в кофемолке или натрите на терке. Шоколад же символизирует непростой путь жизни и борьбы Манделы в виде камней, гравия и земли. Шоколадный торт Мандела – это настоящий праздник для всех, кто любит шоколад. Вкус шоколада в этом шоколадно-банановом торте настолько яркий, что достаточно совсем небольшой порции, чтобы получить шоколадный заряд на весь день. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.